Тема сегодня, как всегда, у нас актуальная, как всегда интересная, поскольку с возрастом практически каждый человек отмечает скачки давления. Кто-то доживает до гипертонии, кто-то ее переживает, как говорится, и живет с ней долгие-долгие года. А многие гипертоники, несмотря на прием лекарственных препаратов, даже уже подобранных врачом, отмечают определенные периоды скачков давления, которые связаны со многими факторами. И эти факторы фактически сочетаются с факторами развития самой болезни, поэтому здесь необходимо, естественно, достаточно подробно консультироваться с врачом и пытаться убрать эти факторы из своей жизни, а мы уже понимаем, что прежде всего основными факторами развития любой болезни является наше питание прежде всего. Вижу, что плюсики поставили, поэтому можем с вами продолжать конференцию. Разговор, естественно, пойдет сегодня о гипертонии как таковой, потому что мы понимаем с вами, что любые повышения давления, либо это в молодом возрасте, чаще всего это злокачественная гипертония, либо это в возрасте пожилом или преклонном, либо это даже в возрасте нашего расцвета, нашей жизни и нашей деятельности. То есть фактически мы понимаем, что развитие гипертонической болезни, то есть есть понятие гипертонии, есть понятие гипертоническая болезнь, то есть это артериальная гипертензия, то есть повышение давления в артериальных сосудах. И понятно, что это проблема мирового масштаба, поскольку во всей нашей планете, в любом уголке, в любой стране практически существуют люди, у которых есть повышение давления. И такое количество людей колеблется в разных странах от 8 до 18% от населения той или иной страны по данным Всемирной организации здравоохранения. Ну, а мы понимаем, что здесь уже как врачи должны понимать такую тенденцию, если брать вообще среднестатистического человека, то существует мнение вообще среди врачебной коллегии нашей мировой, да, что артериальная гипертензия может быть выявлена у каждого третьего жителя нашей планеты. И в принципе мы понимаем, что эта ситуация хорошо диагностируется. Сейчас каждый человек имеет в собственном употреблении тонометры, измеряет это давление, поскольку есть люди, которые аж по 10 и более раз на дню меряют давление, а есть люди, которые даже имеют тонометр, голова болит или там появляются какие-то симптомы повышения или снижения давления, да, у тех же гипертоников, а они лишний раз к тонометру даже руку не протянут. И нужно понимать, что именно артериальная гипертензия является причиной до 5% смертности населения. То есть летальные исходы – это именно артериальная гипертензия. Ну а физиологические границы практически для каждого человека – они подвержены достаточным колебаниям, во много зависят не только от возраста, но и прежде всего и от пола. То есть есть понятие различия в давлении нормы для мужчин и для женщин. А поскольку нельзя провести четкой границы между нормальным и повышенным давлением, то медицинское сообщество установило фактически нормы, такие определенные нормы систолического и диастолического давления. То есть мы понимаем с вами, что есть понятие верхнее давление, нижнее давление. Так вот, согласно данным ВОЗ, под артериальной гипертензией понимается только стойкое повышение уровня артериального давления, когда систолическое, то есть верхнее давление, выше 140, а диастолическое выше 90. Поэтому, если у вас периодами возникает вот такие повышения давления, это и есть скачки
то, что мы говорим. Но человек, если имеет уже скачки давления, которые превышают эти показатели 140/90, то вы понимаете, что уже появляется склонность к развитию практически самого заболевания, о котором мы говорим, гипертоническая болезнь. Почему? Потому что, например, по степени повышения артериального давления и клиническому течению этих повышений выделяют доброкачественную гипертензию, которая характеризуется медленным развитием, умеренным повышением артериального давления, то есть когда уровень диастолического давления не превышает 110-120 мм ртутного столба. Хотя последствия вот этой гипертензии могут клинически не проявляться и в течение длительного времени, а также она может приводить еще и к серьезным изменениям в организме. То есть, если человек не следит за своим давлением, то он может вывести из нормального состояния, как вы видите, не только сосуды, почки, сердце, мозг и практически привести к нарушению кровоснабжения фактически всех органов. То есть практически мы понимаем с вами, что вот эти последствия характеризуются прежде всего развитием атеросклероза этих сосудов, где бы они ни находились, в каком бы органе. И фактически этот атеросклероз, как мы уже с вами проводили конференции, преобразуется и идет гиалиноз сосудистой стенки, а дальше атрофические, склеротические изменения и в органах, и в тканях. Второй тип нашего с вами повышения артериального давления – это злокачественная гипертензия. Здесь характеристика – это значительное повышение уровня диастолического давления, фактически превышают намного 110-120 мм, быстро прогрессирует, и практически при хроническом и злокачественной такой гипертонии она очень быстро развивается. Летальный исход чаще всего наступает в течение 1-2 лет. Фактически мы понимаем, что злокачественная гипертензия возникает либо изначально сама по себе, либо осложняет доброкачественную гипертензию, то есть постепенное повышение давления, изменение сосудистой стенки также могут закончиться злокачественной гипертензией и привести к смерти в ближайший год-два. Поскольку здесь уже идет фибриноидный некроз сосудов, а не просто гиалиноз, да, сосудов и атрофические, склеротические изменения, а здесь фибриноидный некроз, а мы уже с вами 100 раз видели, чем отличается некроз от обычных, например, там уплотнений, изменений стенки сосудов и так далее. И фактически, кроме фибриноидного некроза, здесь, естественно, начинаются органные изменения и чаще быстро развивающаяся почечная недостаточность. А не работают почки, кровь не чистится, это фактически стопроцентный смертельный исход, как бы там не чистить даже кровь. Если сосуды настолько изменены с некротическими изменениями, то это не только скачки давления, это еще и нарушение почечного кровотока, и нарушение очистки нашей крови, и, естественно, эндотоксикоз и смерть. Симптомы гипертензии, они различные, мы о них много знаем, но фактически понимаем с вами, что практически, если брать в процентном соотношении, это до 95% причинами гипертензии не устанавливаются врачами. То есть мы не можем сразу выяснить, в чем причина гипертензии. Представьте, 90 до 95% причину гипертензии не устанавливают. И если причина не установлена, такую гипертензию называют первичной и выделяют совершенно собственную нозологическую форму, которая называется гипертонической болезнью. За рубежом этот термин заменяется как эссенциальная гипертензия. То есть, видите, у нас ставят гипертоническую болезнь, за рубежом называется эссенциальная гипертензия. Реже артериальная гипертензия
может быть симптомом какого-либо другого заболевания. Также гипертензии могут быть, как мы с вами сказали, вторичными или симптоматическими. И симптоматическая гипертензия составляет из всех гипертензий артериальных всего лишь 5-6%. Но в специализированных центрах, где пациент подвергается всестороннему обследованию, если вы пришли с каким-то другим заболеванием, частота симптоматической гипертензии уже достигает до 35%. Видите, многие заболевания различных органов, они сопровождаются именно артериальной гипертензией. Наибольшее значение и более часто встречающееся среди симптоматических вот таких гипертензий — это почечные гипертензии. Они, как правило, обусловлены именно заболеванием почек. И у них второе название, старое название — это нефрогенные гипертензии, которая связана с повреждением почечных сосудов. Иногда встречается такой термин, как реноваскулярная гипертензия. И основными причинами являются хронические пилонефриты, острые хронические гломерулонефриты, поликистозы, амилоидозы почек, опухолевый процесс в почках, а также диабетические и печеночные нефропатии. То есть достаточно часто, видите, страдают гипертензией именно люди, страдающие высоким уровнем сахара в крови, что связано с развитием диабета. Кроме этого, мы понимаем, что атеросклероз, поскольку здесь же в данном случае сосудов именно почки, то есть идет атеросклеротическое поражение или сужение сосудов почки, а также фиброзно-мышечные дисплазии и аномалии почечных артерий. Но это, как правило, аномалии почечных артерий связаны либо с врожденным, тогда уже злокачественная гипертония быстро развивается, либо приобретенным где-то с давлением опухолевыми процессами, либо опущение почек, перегибы, сдавление и так далее. Очень часто гипертонические болезни развиваются, и в том числе артериальной гипертензии, там первичные, вторичные, злокачественные или доброкачественные, с эндокринной системой, то есть они прямо выделены в отдельную группу, это эндокринные гипертензии, и обычно связано это все с нашими надпочечниками. Не только почки могут привести к развитию повышения артериального давления, но и надпочечники чаще всего. То есть здесь при избытке глюкокортикоидов, которые вырабатываются корковым веществом наших надпочечников, это болезни Ценка-Кушинга, так называемые кортикальные аденомы, это кортикальная гиперплазия, раки надпочечников и так далее. Там целая группа различных поражений именно коркового вещества надпочечников, которые могут приводить к развитию. Кроме избыточного количества глюкокортикоидов, избыток катехоламинов – это уже повреждение мозгового вещества, то есть феохромоцитомы, лечение фактически различными непрямыми симптомомиметиками в комбинации с ингаляцией МАО, такие лекарственные препараты, которые опять же приводят к избытку катехоламинов в нашем организме и также могут вызвать фактически развитие, повышение артериального давления с поражениями сосудов. Опухоли почек, но они достаточно редкие, но опухоли, которые связаны с ренин продуцирующими моментами, то есть то, что связано с гломерулярным аппаратом почки, а там всего лишь у нас до 15-20% из всех нефронов, которые содержат эндокринный аппарат. То есть такие опухоли более редко встречающиеся, но тем не менее могут привести тем более к развитию вот такой хронической и недостаточности, либо злокачественной гипертензии, да, если есть. На третьем месте стоят нейрогенные гипертензии. То есть, нейро – это наша с вами нервная система. И мы понимаем, что здесь нейрогенные гипертензии прежде всего обусловлены либо повышением внутричерепного давления вследствие
травмы, опухоли, абсцессы, либо даже кровоизлияние в мозг травматического или связанного с разрывом сосудов, то есть причины разные. При поражении гипоталамической области и стволовой части, то есть ствол мозга, это либо с давлением, либо опухолевый, опять же, процесс, либо травмы. И, естественно, на следующем месте среди нейрогенной гипертензии стоят психогенные факторы. Именно психогенные факторы – это наиболее частая причина, то есть мы выясняем, почему у нас тут вдруг скачки давления, а мы понервничали, попереживали. А помните, я вам все время говорила, что стресс – это гормоны. И это гормоны мозгового вещества надпочечника, но они вырабатываются не только в мозговом веществе надпочечников, они вырабатываются еще и в том, что работало у нас в среднем до 20 лет и 25 мозговое вещество, у некоторых до 25 даже продолжается формирование мозгового вещества, а вместо них в нашем организме работали параганглии, большая часть которых потом в обратную стадию развития вступает, замещается в соединительной ткани. Эти гормон-продуцирующие клетки нейрального происхождения, они отмирают и фактически превращаются в такие плотные тельца. Но у нас сохраняется и сонный гломус, у нас сохраняется параганглии в области сердца, и это, естественно, приводит к быстрому выбросу этих гормонов, катехоламинов, которые сами по себе, как вы уже поняли, да, связанные как и с надпочечниками в том числе, увеличивают риск скачков развития, повышения давления и могут привести уже к стойким изменениям сосудистой стенки и развитием уже более грубых каких-то изменений. Сама же гипертоническая болезнь как таковая, она может быть первичной или эссенциальной, как вы поняли. Гипертензия – это хроническое заболевание, и основным клиническим проявлением этого заболевания является длительное и стойкое повышение артериального давления, которое очень четко требует внимания и от самого пациента, и от врачей для коррекции вот этого стойкого и длительного повышения давления. И я еще раз повторяю, несмотря на то, что мы добиваемся временных каких-то результатов, даже у гипертоников, которые имеют диагноз гипертоническую болезнь, возникает плата реакции на те или иные лекарственные препараты, начинаются скачки давления под нейропсихогенными факторами, особенно именно психогенными факторами. Иногда возникают скачки давления, гипертонические кризы, и, естественно, хорошего в этом ничего нет. И мы понимаем, что основные факторы риска и для гипертонической болезни, и для развития самой гипертензии, фактически мы понимаем, что в данном случае здесь необходимо понимать, что для развития именно вот состояния гипертензии артериальной и развития гипертонической болезни, это многофакторность, очень много причин, которые являются фактически причинами развития. Наибольшее значение в развитии гипертонической болезни имеют сочетание генетической предрасположенности и факторов окружающей среды. То есть фактически вы понимаете, что хоть некоторые ученые отрицают генетическую направленность и передачу развития гипертонии по тому или иному типу рецессивному либо доминантному, да, связанную с нашими генами, но тем не менее эта теория имеет место быть, и она в принципе имеет большое значение. Но факторы окружающей среды, фактически вы понимаете, что в данном случае играют также значительную роль, даже если есть предрасположенность. Вот по предрасположенности, например, семейная предрасположенность, обнаруживается у 3 из 4 больных гипертонической болезнью. Представляете? То есть 75%, да? То есть связывают
выясняя диагноз с тем, что родители там, дедушки, бабушки страдали гипертонической болезнью. Но, еще раз говорю, если человек задумывается даже уже отягощенная есть наследственность по гипертонической болезни, для того, чтобы не усугубить и не привести к поражению органов основных, это и потеря зрения, и нарушение работы почек, и нарушение работы сердца, и инсульты, инфаркты, и атеросклероз сосудов, которые закончатся в том числе и некрозом тканей, которые не обслуживаются кровью, да, вследствие потери кровоснабжения нормального, то здесь мы понимаем с вами, что наш образ жизни и наше с вами отношение к своему организму во многом зависит от нас. Даже имея предрасположенность 75% к развитию гипертонической болезни, мы с вами можем предотвратить эти последствия и уменьшить риск развития гипертонической болезни и артериальной гипертензии при помощи нашего уникального продукта питания, это концентрированного экстракта фукаэдана, получаемого из бурых морских водорослей. По той простой причине, как я вам всегда говорила, что очень много исследований на сегодняшний день, а у нас гипертензия и последствия сосудистой патологии – это первое место в мире по смертности, поэтому очень много исследований в области медицины посвящены в том числе и влиянию нашего фукаэдана, который является основой активидана, брендом компании Вимгрейс, для предотвращения фактически развития тех или иных осложнений и предотвращения фактически нарушения кровоснабжения, с которым связаны развитие уже других заболеваний. Как я вам всегда говорю, вот мое право как ученого, я бы на месте любого заболевания всегда бы рассматривала поражение сосудов и неадекватность кровоснабжения органов и тканей для улучшения их состояния, для улучшения процессов реабилитации, восстановления и так далее. Почему? Потому что, опять же, мы с вами каждый раз об этом говорим, у нас каждая клеточка человеческого организма должна из крови получить свою порцию не только кислорода, переносчиком которого являются эритроциты. Каждая клеточка человеческого организма через кровь фактически получает питательные вещества и по тому же сосудистому руслу, но уже не артериальному, а венозному и лимфатическому, убрать продукты обмена жизнедеятельности той же клетки, очистить это все и вернуть в кровоток. Но кроме сосудов, а это сосуды микроциркуляции, то есть артериолы, венулы, капилляры, они все окружены межклеточным веществом, в котором располагаются те же капилляры лимфатического русла, и от состояния, опять же, межклеточного вещества, от состояния взаимосвязи клеток между собой зависит очистка нашего организма от токсических продуктов. Наш активидан, как вы понимаете, прежде всего поддерживает способность крови и к переносу кислорода, и к переносу питательных веществ, и правильной дифференцировки клеток иммунной системы, поддерживая фактически очистку нашего организма от эндо- и экзотоксинов. Но кроме этого, мы с вами понимаем, что через ту же кровь, всасываясь в кровь, наш фукаэдан поступает в межклеточное вещество, а это соединительная рыхлая ткань со своими клетками, которая способствует регенерации поврежденных участков, и вслед за сосудами в поврежденные участки проникает и способствует восстановлению, поскольку самый богатый клеточный состав, способный восстановить органы, это не только стенка самого сосуда, это еще и малодифференцированные клетки,
соединительной ткани, а эта соединительная ткань – это наружная оболочка любого сосуда. Поэтому если неправильно работает, неправильно перестраивается наша с вами соединительно-тканная основа и межклеточное вещество, то никакой регенерации, никакого улучшения состояния, в том числе и регенерация самих сосудов, и прорастание этих сосудов, и развитие новых сосудов вместо поврежденных, облитерированных, не будет. Значит, и организм восстанавливаться не будет. И опять же мы с вами понимаем, что наш активидан на основе фукоэдана, высокоочищенного, с большим содержанием 6-дезоксигалактозы, которая является основным средством, позволяющим клеткам регенерировать, улучшать работоспособность собственных стволовых и малодифференцированных клеток, восстанавливать рецепторы, которые запускают апоптоз, ограничивая этот апоптоз, либо усиливая этот апоптоз, когда нужно. То есть нет у нас препаратов, которые могли бы контролировать процессы апоптоза. Не научилась еще промышленность, а любой лекарственный препарат – это химическое вещество, это смерть для нашего организма. Еще раз говорю, любое лекарство – это яд, все зависит от дозы и длительности применения, а продукты мы с вами едим с момента рождения, фактически, и даже с момента зачатия питается кровью наш плод, но когда покидает утробу матери, пьет материнское молочко, потом кушает разнообразную пищу, поскольку формируются все органы и ткани и требуют уже нормальной пищи, а не материнского молока. Представьте, мама бы кормила своих отпрысков, да, маме 90 лет, а сыну там 70 лет, да, она его всю титькой кормит, такого природа не допускает. То есть и в живой природе, в любой, от человека до любого животного, только в ранней стадии живородящие кормят молоком, а потом это все идет нормальная пища. А наш фукоэдан – это практически пища для нашего организма, содержащая фактически те вещества, которые быстро усваиваются организмом. Буквально вот недавно у нас лекция была по моно- и полисахарам, и здесь идет быстрое поддержание. Поэтому здесь вы видите, что не только может защищать наши клетки, сохраняя их структуру, за счет этого поддерживая взаимосвязи клеток через межклеточное вещество, обмен информацией, обмен питательными веществами и удаление продуктов жизнедеятельности, это все наш активидан, то есть сами сосуды чистит, поддерживает и одновременно работает через межклеточное вещество наших тканей. Но мы с вами сегодня немножко выяснили, я дальше не буду переходить, тут факторы риска уже вы поняли, окружающая среда и хронические психоэмоциональные перенапряжения, это малоподвижный образ жизни, наша гиподинамия, это курение, это избыточная масса тела, которая опять же связана с нашими дурными привычками в той же гиподинамии и неправильным питанием, это все те основы, помните, я говорила, которые являются причиной развития до 85% всех заболеваний человеческого организма. Но почему у человека не только на фоне применения лекарственных препаратов, которые назначил врач, но и на фоне применения активидана у многих возникают скачки давления? И люди говорят, ну вот не работает. Но, тем не менее, вот за вот эти года, многие уже года, когда мы отслеживаем еще и собственные результаты, и смотрим, как человек применял наш активидан для стабилизации той же гипертонической болезни или артериальной гипертензии, если такой диагноз есть, да, или эссенциальная гипертония. Каким образом, наилучшим образом повлиять на наше давление и стабилизировать давление? Во-первых, что хочу сказать. Если у вас артериальная гипертензия, и вам назначили таблетки, самостоятельно ни в коем случае эти таблетки не отменять.
То есть на фоне применения таблетированных химических препаратов до стабилизации давления постепенно восстанавливаются сосуды и потребуется уменьшение дозы. Поэтому гипертоники. Применяли ли вы активидан или планируете только применять активидан? Особенно если вы не применяли, впервые хотите стабилизировать давление и уйти от таблетированных форм в той или иной степени, либо полностью уйти от таблетированных форм, то должны понимать, что процесс этот не однодневный и даже не недельный. Одним требуется месяц, другим требуется полгода. Но на начальной стадии фактически приема активидана самостоятельно не убираем никакие препараты. И измеряем артериальное давление фактически несколько раз в день, имея возможность на работе, тем более, да, обязательно в утренние часы натощак, после еды, в 11 там часов, в обеденный перерыв, в полдник, да, то есть вот промежуточные эти времена, ужин и перед сном. В обязательном порядке заводим себе тетрадочку и записываем. Смотрим, в какой период времени какое давление. С фукоэданом ли, без фукоэдана, у любого человека есть такое понятие, как суточные колебания артериального давления. Кроме этого, в обязательном порядке себе в журнальчик или в тетрадочку, которую завели, записывайте те дополнительные факторы, которые приводят к тому, что начинаются скачки давления. Понервничали, где-то какая-то психоэмоциональная ситуация, приведшая к психоэмоциональному перенапряжению, то есть какой-то стресс испытали, обратили внимание, что идет скачок давления. Для чего это нужно? То есть вы уже смотрите, на что вы более всего реагируете. Люди метеозависимые. Здесь тоже должны прекрасно понимать, не зря предупреждают нас с вами метеорологи, что вспышка была, сегодня метеозависимые дни, постарайтесь там ограничить это, поскольку будут отмечаться не только повышение давления может быть, а наоборот падение давления, понимаете? То есть вот, например, сейчас у нас в Сибири стоит жара. Фактически, юга, они все покупают домой кондиционеры. Кондиционируют воздух, потому что иначе сдохнешь от такой жары. Для Сибири кондиционеры никогда не были в приоритете. Но могу вам сказать, что, например, это лето у нас такое жаркое. Я вот сравнивал температурный режим по прошлому году. У нас ночи всегда были холодные. Я выращиваю помидорки в тепличке, там у меня огурчики, перчики в тепличке сидят, поскольку у нас такой климат резко континентальный, что все это приходится выращивать в теплице. Так вот, в прошлом году я закрывала на ночь все двери в теплице. В этом году у меня практически июль, даже с середины где-то, вернее не с середины, а где-то уже в третьей декаде июня, весь июль теплица стоит открыта. По той простой причине, что температура ночью выше 15 градусов. И нет надобности закрывать теплицу. А в прошлом году было 9-10 градусов. Видите, практически в 2 раза. Нынче лето жарче. И со многими своими знакомыми людьми разговаривала, они говорят, невозможно в Иркутске купить кондиционер. Разобраны все кондиционеры. А наши фирмы, которые занимаются продажей, они же закупают определенное количество, и в Сибирь сюда столько кондиционеров никогда не завозилось. А сейчас люди вынуждены ставить кондиционеры, поскольку у нас летом жара днем такая, что невозможно выйти на улицу. Могу сказать, что у нас живу в Сибири, да, возле Байкала, температура нынче достигала на солнце 47-49 градусов.
Понимаете? То есть люди, которые живут в жарких странах, прекрасно меня понимают, да, что в такую жару, естественно, давление будет скакать, независимо от того, а мы еще ведь идем и работаем при такой жаре на улицу, и вынуждены и на работу добираться, и где-то ходить, если у вас связано с этим. Понятно, что в данном случае температурный баланс, температурный режим приводит к сгущению крови с выделением, с нагрузкой работы на почки. Вам гарантированы скачки давления. Поэтому здесь не только активидант в повышенных дозах, который будет разжижать кровь, но и увеличивается количество потребления жидкости в обязательном порядке для поддержания объема циркулирующей крови. Хотя, например, тоже повышение объема циркулирующей крови тоже может привести к развитию фактически поражения сосудистой системы. Избыток жидкости тоже чреват для нашего организма. Ну вот наши исследования при нормальных условиях, то есть я взяла экстренное, не зря сказала, да, психоэмоциональное состояние, влияние окружающей среды и так далее, что требует коррекции применения доз активидана. Здесь еще мы понимаем, что в данном случае и обязательным образом отслеживать работу почек, поскольку нарушается натриево-кальциевый баланс, который тоже приводит к гипертонии. Там очень много механизмов, я на них в принципе останавливаться не буду. А здесь мы, вот, отслеживая уже при нормальных условиях гипертоников, которые начинали применять активидан, и здесь вот для гипертоников именно и у тех, у которых отмечаются скачки давления, могу вам сказать одно. Есть люди, которые принимают активидан, например, по 3 саше 3 раза в день. Утром, обед и вечер. Примерно в одно и то же время, но сразу по одному саше, запивая водой, как положено, да, когда им говоришь одно саше, стакан воды, да, второе саше, второй стакан воды, третье саше, третий стакан воды. Обратила внимание на что? Те люди, которые имели вот такие скачки давления при абсолютно нормальном психогенном состоянии и не отмечено было вот таких резких влияний окружающей среды на спазмирование сосудов под действием высокой температуры или холодового фактора и так далее, отметили, что те люди, которые разводят даже те 3 саше, например, на литр воды, и пьют дробно в течение суток, то есть малыми порциями, пошли даже на ту же улицу, взяли, если вы 3 саше развели на пол-литра воды, перелейте часть в пол-литровую бутылочку, доведите ее до полного объема, там буквально, ну, вылили 1/3, да, если вы на целый день куда-то уходите, берите с собой эту бутылочку и по глоточку, как можно чаще, за вот тот период времени, пока вы не дома, вот эту определенную порцию выпиваете. Если вы разводите 1 саше и берете его с собой на пол-литра жидкости, то здесь контролируйте, опять же, уровень соблюдения водного режима. Мы с вами говорили, да, не менее 30 мл на каждый килограмм массы тела, кроме активидана уже разбавленного, вот эти пол-литра учитываем. То есть, если вам положено пить там, если 30 мл на 70 килограмм, 2 литра жидкости в сутки, да, значит, вы должны выпивать, поскольку существует даже определенный алгоритм употребления вот этих количества суточного воды, даже по часам отслеженные исследования. Если это интересно, потом как-нибудь эти схемки можно озвучить, сейчас этого делать не буду. То есть мы с вами понимаем, что для любого человека мы должны понимать, особенно для гипертоников, то есть не 3-4 раза в день, разово там за 30 минут до еды, а разводим сразу то количество активидана, которое вы для себя определили, и пьем малыми порциями, дробно,
с интервалами, да, там в 1,5-2 часа можно там, да, или каким-то образом, меньше будет скачков давления. Но если вы получили предупреждение о магнитных бурях, увеличьте дозу активидана, то есть если принимали с профилактической целью 1 саше в день, увеличьте дозировочку в 2 раза. Увеличьте прием воды достаточное количество, старайтесь обойтись без стрессовой ситуации, и фактически вы предотвратите вот эти резкие скачки давления. Но еще раз предупреждаю, еще раз говорю, даже у здорового человека, у которого нет диагноза артериальной гипертензии, мы понимаем с вами, что вы сидели, успокоились, у вас один кровоток, одна скорость. Вы встали, походили, опять сели, смерили давление. У вас будет скачок давления. Не зря давление мерят, в принципе, не сразу, как только вы зашли к врачу, врач вам сразу будет измерять давление. Он вас опросит, он что-то запишет, пройдет там, например, 5-10 минут, вообще в норме это через 10 минут, как вы вот зашли что-то там где-то, потом вот должны присесть, сесть нормально и фактически смерить давление. Иногда наоборот, то есть у людей падает давление, есть такое понятие, как ортостатические коллапсы. То есть вы лежали, встали, у вас наоборот резкое падение давления будет периферическое по той простой причине, что начинается растекание крови по сосудам, меняется тонус сосудов, может даже упасть давление, и ортостатический коллапс такой будет, да, то есть можно сознание потерять. Вот, гипертоники, вот я вам сейчас говорю, в летнее время, да, вроде сидят там, что-то вроде нормально, кажется, голова болит, ой, наверное, давление поднялось, ну, приеду домой, смерю, с собой нету тонометра. Я вот себе даже в поездке беру, я купила на запястье тонометр. Кстати, нормально работает, там разница с более точными аппаратами, ну, где-то, ну, может, 5 миллиметров ртутного столба, это не критично. В сумку положила и вожу с собой, потому что понимаю прекрасно, я гипотоник с молодости, сейчас фактически, естественно, уже возрастное нормальное повышение, то есть где-то 110-115 на 70 мое давление, раньше было 90/60. Мое рабочее давление много-много-много лет. Поэтому и инфаркт на 130 был. А для некоторых давление 130 это норма. И это еще не гипертония. Вы же, надеюсь, услышали меня, да? 140-90, да? Если выше вот этих значений, то уже можно с уверенностью говорить о артериальной гипертензии и при определенных параметрах еще и добавлять и ставить диагноз гипертоническая болезнь, да? Вот. То есть понимаем, что здесь в данных случаях, особенно у людей, у которых отмечаются скачки давления, и если даже не превышают вот эти значения, но вы видите, что у вас в течение дня вот на психогенную реакцию идут скачки вот такие давления с развитием головных болей, фактически понимаете, что здесь для профилактики нужно принимать активидан. Это, еще раз подчеркиваю, с одной стороны, улучшает сами реологические свойства крови, регулирует тонус сосудистого русла, который не будет давать вот такую реакцию, защитит сердечные сосуды для того, чтобы не развивались изменения сосудистого русла в коронарном круге кровообращения, не приводили вот эти вот скачки давления к выбросу ангиотензин-ренинового фактора и, самое главное, предсердного натриуретического фактора, поскольку все гипертоники потом начинается дилатация сосудов, да, и дилатация камер сердца, и развивается уже сердечная патология, да, это уже не только гипертоническая болезнь, а хроническая сердечная недостаточность в итоге может развиться. Поэтому любое заболевание лучше предотвратить, чем его лечить. Поэтому в данном случае и для предотвращения скачков давления, и гипертоникам, которые со временем отойдут от многих препаратов и изменится дозировка, а многие перестают вообще принимать препараты, поскольку поддерживается нормальный уровень
давление. И фактически предохраняем свой организм от разрушения, подбирая определенную дозу активидана. Но здесь мои рекомендации уже по многочисленным собиранием фактов и отслеживанием, как наши гипертоники борются с давлением и предотвращают скачки. То есть это дробный прием той дозы, которую вы для себя обозначили и получили эффект, и уже поддерживающая доза дробными порциями в течение дня, а не 3 или 4 раза в день, там, по 2-3 глоточка сделали, рот помазали, а потом, смерив давление, говорим, препарат не работает, который применяли, либо активидан не работает. Все работает, просто нужно понимать, что это не панацея, что это длительный период, и самое главное, что если вы идете куда-то там, где вам взбучку дадут, выпейте лишнее саше активидана, разжечьте кровь, у вас, во-первых, меньше будет стрессорной реакции, меньше выброса гормонального статуса, который поддерживает гипертонические вот эти вот кризы и прочее все, да, то есть, естественно, лучше предотвратить все это, чем лечить, то есть кризового течения, как правило, у людей, которые понимают вот эти моменты, когда я вам говорю, да, что требует увеличения дозировки, если вы предполагаете, что там где-то будет психогенная вот такая вот реакция, в суд там пошли, да, или начальник на ковер вызвал, что пригласили вас куда-то, да, ну, выпейте, носите с собой, ведь вы слышали, да, у нас многие наши потребители, которые уже давно принимают активидан, говорят, ношу с собой, в сумочке или в кармашке. Это экстренная помощь, в том числе и при скачках давления. То есть нормализирует. И бояться передозировки здесь не нужно. То есть каждый человек подбирает дозу для себя, принимает эту дозу для себя, но вы услышали такое мнение в развитии гипертонической болезни, и в том числе злокачественная гипертония, как фактор, который передается по генам. Поэтому если у вас есть уже предрасположенность генетическая какая-то у ваших родителей, бабушек, дедушек, и вы планируете, наши молодые люди, вступление в брак, рождение потомства, то для того, чтобы, особенно когда я вам говорила, что одним из факторов являются, например, генетические факторы, когда идет изменение сосудов, развитие правильного сосудов. Мы понимаем прекрасно, что наш активидан помогает предотвратить вот эти всякие генные мутации, хромосомные мутации и прочее все, и зачать, и в утробе матери вырастить абсолютно здоровое дитя, которое не будет уже нести эти гены, то есть поломку генов на генном уровне, то есть на клеточном уровне работая, очищая клетку, в том числе способствуя правильным репликации той же РНК, ДНК, может предотвратить развитие последующее. Ну а для того, чтобы тем же деткам предотвращать уже то, что зависит от внешних факторов, поскольку можно предотвратить, например, какие-то хромосомные аберрации во внутриутробном периоде, но от стрессов, от неправильного питания, от гиподинамии, это уже наш с вами образ жизни, извините меня, а не генетика, да? И здесь понятно, что можно приобрести артериальную гипертензию вплоть до развития гипертонической болезни, поэтому любое заболевание можно предотвращать с детских лет. Поэтому здесь, понимаете, да, что идет разные дозировки по разным годам,
Это все можно проконсультироваться с педиатрами, которые порекомендуют, да, особенно если есть наклонность к развитию тех или иных заболеваний. То есть у детей совершенно другая. Но, еще раз повторяю, даже дети до года, если им дать, например, одно саше в сутки, но однократно дадите, там ребенок обкакается, диарея будет, еще в инфекционку попадете, потому что пока там разберутся, ничего не высеют, да, начнут пичкать антибиотиками, еще больше угробят ребенка, поэтому здесь, естественно, дробными порциями, но даже если вы превысите дозировку, ничего не будет, но какается ребенок. Так же, как и взрослый, да, то есть, если взрослому 10 саше там выпить для предотвращения, например, и ограничения того же инфаркта, да, или быстрого лизиса тромбов, ну, послабление стула будет, но не смертельно это все. Поэтому здесь бояться не надо. Это пища, а эта пища ребенок углеводы употребляет, причем в большем количестве ему требуется, чем взрослому. Поэтому здесь никакой аллергической реакции, никакой передозировки, даже если вы там по целым саше детям выпаиваете до года, ничего страшного не будет, никогда передозировочки не будет. Поэтому еще раз повторяю, то, что мы с вами сказали, я вам зачитала, даже многие заболевания, которые связаны с развитием вторичной гипертензии уже артериальной, да, это многие заболевания и повреждения других органов, поэтому наш Активидан вместе с питанием, с правильным образом жизни, с подвижностью, с достаточным количеством жидкости у каждого здорового человека должен быть в приоритете. То есть питайтесь правильно, гуляйте больше, ведите активный образ жизни, пейте достаточное количество воды, употребляйте наш продукт питания Активидан и будьте здоровы. И никакие кризы, никакие скачки, значительные скачки, да, которые нас больше всего беспокоят, давление и дробное применение в течение для гипертоников, для тех, кто страдает артериальной гипертензией, чаще, но по чуть-чуть, да, то есть там глоточек сделали, бутылочка с собой, лежит в сумочке, ой, красота, да, или на работу приносите с собой Активидан, разведите там, вы же большую часть на работе находитесь времени, вечер, утро, там у вас своя, да, свое разведение, не ленитесь на работе развести, поставить себе бутылочку воды, пейте, и тогда вы будете здоровы долгие-долгие года. Вопросов на сегодня нет, я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания.